Всем привет, друзья! Сегодня приготовим с вами домашний твердый сыр, а готовить его будем только из магазинных продуктов. Посмотрим, что же у нас получится. В небольшую кастрюльку, либо же сотейник нам нужно будет отправить молоко. Сегодня у меня молоко будет 3,2% жирности, 870 грамм. По крайней мере, у нас производители вот так на нас экономят. Уменьшили тару, но цену оставили прежнюю, не делают по 1 литру, как раньше. Полностью все молоко из пакета отправляем в кастрюльку. В кастрюлю с молоком нужно будет добавить 1 столовую ложку соли. Кто любит более соленый сыр, добавляйте немного больше соли. Немного все перемешиваем и отправляем в сотейник на маленький огонь. Пока молоко будет разогреваться, нам понадобится сметана, примерно 200-250 грамм. У меня сегодня вот такая, жирностью 25%. И ее нужно будет отправить в глубокую тарелку. Смотрите, у меня в пакете было 350 грамм, поэтому я отправляю не полный пакет. Затем в тарелку к сметане нужно будет отправить 3 куриных яйца. Напоминаю, все продукты были приобретены в магазине. Берем вилку, ложку или венчик, кому чем удобнее, и сметану с яйцами нужно будет размешать до однородного состояния. После того, как сметану с яйцами перемешали, отставляем ее в сторонку, но поближе к плите. Тем временем молоко у нас уже разогревается, его нужно будет время от времени помешивать, и молоко нам нужно будет довести до кипения. Как только ваше молоко будет закипать, самое главное этот момент не прозевать, потому что оно может будет убежать. Чтобы оно не убежало, огонь нужно будет уменьшить. И как только вы уменьшили огонь, берем миску, в которой мы размешивали сметану с яйцами, и полностью всю жидкость отправляем в кастрюлю. В это время огонь на плите возвращаем к прежнему состоянию. Он должен быть чуть выше минимального. И от кастрюльки не отходим уже ни на шаг. Все время нужно будет помешивать, и вы увидите, как на глазах ваше молоко со сметаной будет превращаться в сыр. Когда вы будете все помешивать, вы вначале увидите, что у вас все загустеет, а потом начнут появляться, так сказать, как будто бы творожные хлопья. Вам нужно дождаться, чтобы полностью все, что у вас есть в кастрюле, закипит. И прикипятить это все примерно 1 минутку. В это время у вас сыворотка отделится, и в кастрюле получится, как будто бы отдельно будет плавать сыр, и отдельно у вас будет сыворотка. После того, как вы выключите огонь, нам понадобится глубокая тарелка и сито. Нужно будет все хорошо процедить. Смотрите, сыворотка у вас должна будет остаться в тарелке. Выбрасывать ее не нужно, из нее получаются очень хорошие блины. А то, что у вас будет оставаться в сите, его нужно будет вот так вот еще хорошо промешивать, чтобы как можно больше удалить сыворотки. Затем вам нужно будет придумать форму, в которой вы будете выделывать уже ваш сыр. У меня сегодня будет вот такое небольшое ведро из-под йогурта, но можно было бы использовать и вот тот лоток, в котором продавалось молоко. Перекладываем полностью весь сыр, который у вас есть в сите, в форму. Ложкой хорошо все выравниваем и немного утрамбовываем. Затем я беру еще одно такое же ведро и в него устанавливаю литровую банку с закруткой. Это у нас будет в виде пресса. Дальше вот это все нужно будет поставить еще в тарелку, потому что пресс из сыра будет выдавливать полностью всю жидкость, а жидкость будет вытекать из этого маленького ведерка. Чтобы она вам не порастекалась, пускай все собирается в тарелке. И в таком вот положении оставляем все до полного остывания. И после того, как все остыло, смотрите, в тарелке образовалось еще немножко сыворотки, пресс сделал свое дело. Берем тарелку, и из формы сыр отстает очень легко, и получается вот такая вот небольшая, но очень красивая головка твердого домашнего сыра. Взял кухонные веса и специально для ролика взвесил, сколько же у меня получилось. А получилось ни много ни мало 340 грамм. Если вы приготовите его с вечера, то на утро у вас получится очень отличный завтрак. Смотрите, сыр нарезается хорошо, форму держит он тоже хорошо. Он не слишком твердый, так как магазинный сыр очень твердый. Но я вас уверяю, этот сыр будет намного вкуснее и намного полезнее, нежели тот, что продают в магазине. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился вот такой вот ролик, обязательно поставьте лайк. Не понравился, поставьте дизлайк. Поделитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые ролики, потому что все самое интересное у нас еще впереди. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня. И да, всем тем, кто будет писать, что это вовсе не сыр, я вам рекомендую вначале попробовать, а затем только написать комментарий.